Намской центральной районной больницы. И Сивцева Александра Петровна, это заместитель главного врача по экономическим вопросам Намской центральной районной больницы. Так, модератором является у нас Курнева Майя Васильевна, вот, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия, кандидат экономических наук. С ней... Я потом представлю. Ага, потом представлю. Так, в начале итоги деятельности за 2019 год. Прикрепленное население у нас 91 430 человек, да, увеличилось по сравнению с прошлым годом, но при всем при этом у нас увеличение идет за счет детского и подросткового населения. Да? Вот, взрослое население у нас немножко уменьшилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас активно заселился 203-й микрорайон. Туда в основном приходят молодые семьи с детьми. Да? Так, демографическая ситуация у нас, в принципе, приемлемая. Рождаемость она немножко упала, но она, естественно, связана с уменьшением количества женщин фиктивного возраста. Это провал 2000 годов. Вот. Так, смертность стабильная на протяжении нескольких лет. И младенческая смертность по сравнению с прошлым годом она немножко увеличилась, но на пределах допустимых показателей по Республике Саха-Якутия. Так, показатели здоровья населения. Как всегда у нас в этом году, как ни странно, в этом году болезни, вызванные пищеварением, они вышли на первое место. Обычно так бывает у нас заболевания. Какие? Система кровообращения бывает. Да? Вот по заболеваемости, первичная заболеваемость, в принципе, она не изменилась. Вот, это болезнь органов дыхания, в первую очередь, да? Вот, и травмы и отравления, они снизились по сравнению с прошлым годом, потому что у нас ушел практически. Мы перестали регистрировать травмы и отравления. Так, среди взрослого населения болезнь системы кровообращения по болезненности стоит на первом месте, болезнь органов дыхания на втором месте, травма отравления и болезнь органов пищеварения. В принципе, ежегодно такая структура сама сохраняется. По заболеваемости, в принципе, то же самое. По социальным заболеваниям у нас здесь по онкологии, посмотрите, там ножницы появились, да? При заболеваемости, первичной выявляемости оно увеличилось почти в 3 раза. Вот, при этом болезненность накопленная, да, она снижается. Это у нас в прошлом году были акции «Онкопоиск». Очень много было обследовано неприкрепленного населения. Соответственно, мы диагнозы ставим, потом они на учет становятся в своих поликлиниках. За счет этого у нас получились вот эти ножницы. Остальные заболевания у нас идут, в принципе, что заболеваемость, что болезненность сама увеличивается равномерно. Но это тоже в прошлый год у нас резко было увеличено профилактическое осмотр, и, соответственно, вот эти скрининговые исследования у нас выявили новых пациентов. По амбулаторно-поликлинической помощи, в принципе, все знаем, да, что у нас по объемам территориальной программы госгарантии не достигли всех показателей. Да? Вот, это по амбулаторно-поликлинической помощи профилактические
115% исполнено. Вот. По неотложной помощи 100%, по обращению 100%. И по амбулаторно-паллиативной помощи, так как план был спущен в конце года, это получается конец ноября и декабрь месяц, и нам спустили план всей республики, 7 тысяч. Вот, с лишним, и, соответственно, там исполнение всего 13%. По нашей заявленной объемам, с которым заявили 1000 случаев амбулаторно-клинической помощи, мы этот уровень достигли, да, и было исполнено 1043 посещений по паллиативной помощи амбулаторных услуг. По ДГВ даже очень хорошие цифры. Перевыполнение первого-второго этапа, а также ПМО выполнено 101%. Это несовершеннолетних, недосмотр несовершеннолетних, тоже исполнение очень хорошее. Медицинский осмотр детей и сирот аж 136%. Чего мы должны добиться? 1000. И теперь возникает вопрос. Программу государственных гарантий на это население, которое к нам ходит, выполнили или нет? Естественно, нет. Почти на 50%. От этого у нас страдает доступность медицинской помощи. Вот. И растет недовольство населения. По нашим исследованиям, да, вот когда мы делали хронометраж и так далее, у нас ценностное время для пациента, да, врач уделяет всего от 3 до 5 минут. Все остальное время врач занимается дополнительными документами, какими-то иными действиями и тому подобное. Вот здесь есть возможность каким-то образом регулировать интенсивность труда. Часть работы, которую исполняет врач, да, который не добавляет ценности для пациента, мы должны переложить на менее затратное, да, оплачиваемый труд, да, внутрицелый. Это может быть, во-первых, мы должны передать работу среднему персоналу, которую они должны выполнять, да, по своей компетенции. Часть работы мы должны передать рабочему персоналу. Тем самым мы должны увеличить количество человек, которые, в принципе, пропускаются через поликлинику. У вас на столах есть вся необходимая справочная информация. Это 30-я форма. Там у нас все объемы, вся штатная единицы, вся деятельность лечебного учреждения. Также есть 12-я форма, это заболевания, которые зарегистрированы у нас в течение года, 2019 год. Вот, далее есть конъюнктурный обзор, там вычислены показатели, но так показатели вычислены на 91 тысячу человек. Далее есть население с разбивкой по Казахстану и по населенным пунктам. Вот, и в течение вот этой нашей сессии мы должны разработать стратегию, в каком направлении мы будем развиваться и каким образом мы должны достигнуть то, что было нужно. Планирование бывает
краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Вот такая вводная часть. Вот. И теперь сама этот, давайте слово предоставим модератору. Так, коллеги, добрый день. Мне вот недавно сказали, что нельзя, чтобы проектор светил в глаза, то есть это рисует, как, ну, по поводу смарта на глаза. Поэтому... Так, позвольте еще раз представиться. Меня зовут Курбева Майя. Я являюсь модератором Форсайт фото. К сожалению, моих фотографий здесь нет, но тем не менее, как раз таки мы были в истоках именно формирования точки кипения, Форсайт фото, разных проектов. Также я модерировала и на российском уровне и так далее. То есть вы можете полностью положиться на наш опыт, на нашу экспертизу. Позвольте представить, со мной будут сегодня модерировать Тарасова Татьяна и Сташкова Саяна. Тоже экономисты, так что можете смело звать и, соответственно, они вам помогут. Что я хочу сказать в части... Давайте сначала пройдемся по программе. У нас очень мало времени, да, и мы должны рассмотреть 4 основных инструмента стратегического планирования. Это вот PEST-анализ, 5 сил Портера, конкурентный анализ рынка, SWOT-анализ и сбалансированная система показателей. Мы пойдем пошагово, так что я думаю, ну и у нас заготовлены определенные проходы для того, чтобы было легче заполнять данные анализы. Кто-нибудь слышал, да, про такие виды анализа? Слышали, да? Вот. Но они стандартные, но тем не менее, я думаю, что у нас все получится. Вот. У нас будет 2 коротких перерыва, и до 3 часа, 2:30 мы должны будем подвести итоги в части того, что мы сегодня генерируем. Что я хочу сказать? Модераторы являются экспертами технологий, а вы являетесь экспертами содержания. Так что как раз таки мы хотим, чтобы вы не сидели молча, да, то есть дискутировали друг с другом. Если какие-то вопросы у нас будут общее обсуждение, если какие-то вопросы возникают, то обязательно нужно высказываться. Потому что действительно мы будем просто технологично, схематично вас вести к определенному, а наполнять содержание будете уже вы. Что-то еще? Да, давайте начнем. Вас еще один человек придет, да? Да. Хорошо. Так, и мы начнем. Первое это давайте вот немножко скажу, да, какие внутренние стратегические изменения необходимы в компании. Вообще стратегия развития компании, она должна отвечать потребностям клиентов, осуществлять инновационную деятельность, да, динамично развиваться, иметь эффективные бизнес-процессы, соответствовать международным стандартам, повышать систему квалификации. Все это делается для чего? Стратегия развития. Для того, чтобы та или иная организация стала конкурентоспособной на рынке. Я думаю, что вас тоже постигла рыночная экономика, и мы уже, получается, должны зарабатывать, чтобы выживать. Или точнее, должны зарабатывать, чтобы лучше жить. Ага. И вот как раз таки про стратегию мы сегодня начнем. Так, давайте начнем с миссии. Я хочу, чтобы сейчас каждый стол написал миссию. Все мы знаем, что такое миссия, да? Миссия – это нематериальное стремление, видение компании, к которой она стремится. У вас 10 минут, чтобы посоветоваться между собой и написать миссию, учреждение. Учреждение, да. Она должна одна быть именно в вашем столе. Сейчас мы потом, сейчас обсуждаете, что вот вам действительно на столах миссию, которую вы считаете нужной.
Это должно быть одно предложение. Давайте
Коллеги, время. Давайте начнем. Кто у нас самый смелый, скажет свою миссию первой. Итак, коллеги, кто готов? Давайте. Только помедленнее, чтобы успели. Так, ну, наша миссия называется «Доступное качество». Доступное качество. Первое. Как непрерывный процесс. Ничего страшного. Взаимодействие. Ну, патент можно назвать. Зависит врач пациента. Да? Кто следующий? Закончили, да? Спасибо. Давайте. Быть ведущей медицинской организации. Быть ведущей медицинской организации По оказанию амбулаторной стационарной помощи. Вид организации. По оказанию амбулаторной стационарной помощи. Дальневосточного федерального по оказанию качественной Все, да? Да. Спасибо. Да. Коллеги, кто из вас следующий? Давайте. Почти одинаковый смысл, да? Добиться доверия пациента. Добиться доверия пациента. Нашему Так, коллеги, ваша очередь. Ну, у нас первая мысль, вообще миссия, да, это то, к чему стремится учреждение, да, и учреждение именно здравоохранения. Поэтому увеличение продолжительности жизни населения. Это была первая наша мысль, да? пока не пишите. Пока не пишите, у нас просто мысль повышение, далее. Увеличение продолжительности жизни населения. Это была первая мысль. Потом немного поразмыслить. Язык понравилось. Удовлетворенность обеспечением квалифицированной, качественной медицинской помощи. Население. Удовлетворенность населения обеспечением квалифицированной, качественной медицинской помощи. Удовлетворенность населения. Удовлетворенность населения обеспечением Квалифицированной, качественной медпомощи. Ну и вообще, подытожив все наши мысли, да? Подождите, сейчас еще качественное. Медицинская помощь. Да, так как все идет из семьи, да, у нас у всех, здоровая семья как залог качественной, счастливой жизни человека. Ну, у нас вот такое последнее версия, что у нас, наше население прикреплено должно быть счастливым, и для этого они должны быть здоровы. Ну, вот Здоровая семья как залог. как залог качественной счастливой жизни. Качественной счастливой жизни. Ну, это мы подытожили и более так сделали, чтобы, ну, идеал как бы.
Правильно, там не будет дорогостоящих причин показывать. Нет, ну все равно какой-то семье все равно подъедет. Ну, опять же. Итак, коллеги, сейчас, короче, нужно каждый, чтобы подошел и выделил 3 слова, которые ему понравились на наших тезисах. Каждый. Да, каждый. Да, 3 каждый. слова. Просто нужно подойти и поставить. Можно? Сейчас мы вам дадим маркеры. Нужно подойти и просто как-то выделить так, чтобы мы поняли, что именно как раз-таки это слово вам понравилось. Только слово или Только слово. 3 понравившихся слова. Давайте очень маркер много. Вот каждый. Просто потом передавайте маркеры. Три слова, да? Три. Да, 3 слова. Можно точками ставить, да, если слишком. Прямо каждый, да? Каждый, да? Самое главное слово. Основное учение. Галочкой, подчеркиванием. Главное, чтобы было понятно, да? Передавайте маркер коллегам. Итак, коллеги, у нас получилось сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? 6. 3. Здоровая семья. Короче, одно словосочетание. Вот здесь, да, раз, два, три, пять, семь, да? А, здесь 13. 13. Раз, два, три, четыре, пять. Да, коллеги, мне сейчас нужно с каждого стола по одному человеку, которые возьмут, получается, максимальные наши слова и напишут общую миссию. Это у нас слово качество. Что там доверие.
Доступное качество удовлетворяющее доверие. Здоровая семья. Здоровая семья, семья. Это здоровая семья, да? Нет. Вот тут здоровая семья. Здоровая семья. Здоровая семья. Нет, ну сколько там максимально законов есть? Если Качество. доступная качество, Доверие и удовлетворенность. И здоровая семья семья тоже. Здоровая семья 7. Это 4-е. ну, коллеги, без разницы, да, максимальное количество, которое Ведущие. добавляем ведущие. Мне счастливая жизнь нужна. 5. Давайте больше. Так, коллеги, давайте по одному человеку можно со столов? Коллеги, давайте побыстрее за временем. Я вам говорила, что да, нужно будет сгенерировать уже общее представление. Можете здесь писать, можно. Ну, можно добавить. Можете добавлять. Доступное качество, Нужно все спать можно, да? можете добавить, я уже ну, если что-то убрать. Будет качество, будет доступность. Удовлетворить доверие путем доступного качества. Здоровая семья. Доверить здоровые семьи. Ну, вот видишь, как здоровая семья. Качество здоровой семьи. Качество здоровой семьи. Удовлетворено доступностью. Качественной доступностью. Доверие, здоровая семья. Доверьте. Здоровье. Здоровая семья удовлетворяется качеством. Будете ее удовлетворять, доверяем. Тоже следует здесь написано. Доверяй, да проверяй. Доверие здоровой семьи. Итак, друзья, давайте быстренько пройдемся, да, предложили доступное качество для удовлетворенности, доверия здоровой семьи. Это первое. Доступное качество, доверие и удовлетворенность здоровой семьи. Доверие нам здоровье семьи. И доверие здоровой семьи качеству. Мы будем еще раз голосовать. Первый вариант более объемный. Первый доступное. А мне третий нравится. Доверие. Нет, а для чего это? Что это даст? Что? Это миссия, которая Наша общая. общая лица, да, общая. Мне нравится третья, что он написал, что красиво. А? Мне третья нравится. Третий нравится. Доверьте нам здоровье семьи. Да, да. Это тоже нормально. Давайте голосуем. Кто за третье? Я. И все, остальные? Первое. Ну, смотрите, коллеги, давайте пока оставим, да? Мы сейчас сделаем ряд анализов, действительно, которые могут привести нас.
Но смотрите, мы вешаем это специально для того, чтобы вы было перед глазами хорошо, то есть не обращайте внимание на то, что мы делаем. Итак, коллеги, мы переходим уже к инструментам анализа. Сначала мы начнем с тестового анализа, который говорит нам о внешней среде. Да? То есть мы будем рассматривать факторы влияния, тренды именно на нашу организацию. Да? Итак, тест-анализ предполагает по первым трем заглавным буквам: это политические, экономические, социокультурные, технологические тренды. Сейчас Таня раздаст вам бланки, в которых мы сделаем немножко по-другому, то есть чтобы вам было легче, мы используем технологию Rapid Foresight. Что такое Rapid Foresight? Это прогнозирование. Предвидение, можно так сказать, да? Мысли. То есть у вас сейчас розданы следующий же слайд. То есть мы будем заполнять вот по данной схеме, которую вам раздали, да? Эту схему мы тоже раздадим, но чуть попозже. И как нужно заполнять эту схему? У вас видите 4 направления: политические, экономические, социокультурные, технологические. Коллеги, обращаем внимание, что почерк у нас очень такой своеобразный у всех. Пожалуйста, давайте писать печатными буквами, потому что Саяна делает сборку сразу же, да? И нам нужно будет это все перепечатывать. Поэтому заполняйте печатными буквами. Если вам нужны будут еще бланки, просите, не стесняйтесь. Если вам нужно, чтобы вам помогли в части, поднимайте руку, модераторы подойдут, помогут, проконсультируют, да? Итак, мы пишем следующим образом. Тренды, пишем рост либо падение чего-то, какого-то определенного процесса. В политике, в экономике, в социокультурном мире и в технологическом плане. Что происходит? И просьба тут писать именно тенденцию. Не то, что вот вспышка коронавируса, это, в принципе, можно, конечно, записать, да? Но, тем не менее, что вы замечаете, что происходит из года в год. Да, то есть В нашем учреждении или в целом? В целом медицина, то есть здравоохранение. Да. Потому что мы сейчас рассматриваем внешние факторы, которые могут влиять на нас. Следующее, мы просим написать вас события. Да, если мы говорим, тренд идет, он должен когда-то завершиться. Да, то есть что произойдет, когда тренд закончится. Если это сложно, мы вам еще объясним. Это для чего нам нужно? Нам нужно понять, что действительно случится, если будет, например, условно, введение стандартов, да, или введение отчетности приведет к тому, что там врачи перестанут, нехватка кадров или там к чему-то может привести. Это нужно нам для того, чтобы понять, какие угрозы и возможности это событие может за собой повлечь. То есть угрозы и возможности. Кому в чем? Кому это может быть медучреждению, кому это может быть администратору больницы, кому это может быть пациентам, родителям пациентов, условно да. То есть нужно написать обязательно кому и в чем эта угроза будет, если это событие произойдет. Если этот тренд не остановить. Понятно, да? Это делается для чего? Давайте я объясню. Вот я говорила, это по технологии Rapid Foresight. Когда мы делаем планирование, мы от точки А идем в точку Б. Когда мы говорим о том, что когда мы говорим про форсайт, мы сначала должны понять точку Б, то есть вот это событие, да, но на основе определенного тренда, и потом расчертить путь из точки А. Понятно, да? Итак, это у вас... Давайте минут 20, немножко потом обсудим и потом еще дадим время. А вот это вопрос. Да? Вот возможность это имеется в виду, возможность положительная. Вроде как негативная, возможность так положительная. Возможность, она положительная. Но опять-таки смотрим то, что возможность одного может являться угрозой другого. Вы
Прошу, мені щоб
Я
говорим, принцип падает качество контроль.
Время идет. 15 минутga бежать 9 o'tgan. Свод анализ Газпайт подготовьте. У нас
Угроза для местного населения. Региональный рынка. Направление.
А мы ее не собираем сейчас. Мы сейчас будем печатать, пока не находится единственное, что заплатить. Я хочу вывести пока политические, это типа схожие. Например, всегда медики. Трансляция в прямом эфире. У нас печать выйдет. Юлия Тимофеева будет с рецензентом сейчас берем. Так, сейчас мы возьмем пенсию. Мне очень нравится. Мы закончили. Сейчас мы берем. Это тест. 5 цитатов. Так, коллеги, закончили, да? У нас зачислили, мы передать нам, и у нас перерыв. Сколько минут? 15 минут? Да. 15 минут перерыва. Так, написали, да? Это ваш фишка? Короче, давайте вот этот цифровой, а в эту табличку мы записываем такие вот эти.
Ну, на каком Да, и Начала бы типа лечебники, когда отдельность. да, чтобы у нас просто были. Потому что нам на самом деле на персонале уже вот это по идее. Вот. Ты же экономическая. Они должны подумать больше. Ну да. Внешние возможности. Ну так и пиши, так и пиши. Так, тогда сейчас я вижу 5 Поэтому сейчас на нашей бумажке, да, развитие платной медицины получили. Что у нас получился? Развитие платной медицины. Нет, платная медицина должна быть обязательно. Обязательно должна быть, не обязательно должна быть школа. Нет, ну лицензия это одно дело, да, мы про это сейчас не говорим, да, возможно, платная медицина на намного качестве и доступнее. Сегодня утром вышла врачи РФ, сказали, ну важно, хочется я говорю, Это неправильно. Я бы, например, взял первичную медико-санитарную помощь платной и вообще бы решил бы их стандарт. Ну как это делать? А вот высоко точно так же, как посадка. Пришел, заплатил, потом с такой компанией разместил. хочешь каска. Хочешь сказка? Хочешь это? Вот. Но в Америку идти живут люди. Так? Да. Если так, то да. Тогда денег хватит. А если не сошли? Ну, если не уверен, пойду. Нам уже есть нет. Направо пойдите, а там тоже есть.
Просто надо за счет снижения других возможность развития плавности. Отсутствие должного финансирования целых. Сколько федерального. Деградация материально-технического базы. Нехватка событий, нехватка финансовых средств. Развитие частных платных предприятий. Уменьшение престижности медицинской профессии. Угроза отсутствия специалистов. События повышения недоверия населения к медицине. Повышение недоверия населения к медицине. Список на поощрение Среднее влияние эволюционной медицины. Еще 10 минут здесь. 12 минут. Скопировать шаманы, экстрасенсы, травники. Увеличение внедрения информационных технологий, здравоохранения. Администратор, давайте. Здравоохранение. Угроза утечка данных пациентов. Второе — информационная перегрузка врача. События формирования общей огромной базы данных пациентов. Улучшение качества оказания медпомощи. И тест принимать онлайн. Успейте? 10 минут. 10 минут. Давайте, если получится. Ну, благодаря этому. Давай трубу на выходе, чтобы потом вывести политические Подписываем доказательства. Там уже.
Индексация ЗП по указу президента без политические экономические увеличения зависимость экономическая зависимость от его финансирования на определенные виды болезни, заболеваний, его финансирования на виды заболеваний, сколько онкологии, социокультурное повышение рождаемости, повышение заболеваемости, пропаганда ЗОЖ, тоже внедрение новых технологий на рынок, цифровизация общества, рост доступности ВНС, ограничение рост заработной платы. Социокультурный рост прикрепленного населения. Тоже цифровизация. Политический рост качества медицинской помощи. Самоассест прием. Это тоже формирование ЗОЖ-парка, оснащение высокотехнологическим медицинским оборудованием, оснащение высокотехнологическим высокотехнологическим медоборудованием. Вам, ну, поедем уже малую академию наук на большие вызовы. Вам нужны сертификаты? Сколько человек вообще будет? Надо Одна правильно строила. Так, коллеги, потихоньку рассаживаемся. Консультации, да? Типа не личный прием, врач-пациент, через прием. Варианты процедуры существующие и, в принципе, потенциально как конкуренты тоже есть. Так, сейчас у нас 20 минут.
чтобы у нас полгода назад. Презентацию включи. А ты хочешь, вы уже сделали? Quest kayno oldu. Bana bilin. Min kapısı yumurta. Onu da pes götürüm geldi. Götürüm geldi. Ну, уже 25-го я уже комиссию Так, ознакомьтесь, пожалуйста, с результатами. Вот мы вывели тест-анализ, поработали. Повторений практически не было. А вот можете прокомментировать про мигрантов? Кто писал? Вы. А в каком ключе вы писали? Потому что, помните, я просила вот рост, все-таки У нас же... А почему оно политическое? Нет, коллеги, вы просто скажите, может быть, мы для пояснения. Открытие границ идет Ну, политика мигрантов. что в свою очередь Это же политика государства. Ага. Надо будет. Хорошо. Вот поэтому, коллеги, я прошу вас писать в тех формулировках, которые вы, да, чтобы вот таких моментов не было. Так. Ага. Итак, вот быстренько, если на минутку так посмотреть, что мы еще упустили, чего не хватает, на ваш взгляд. Рост заработной платы есть у вас, да? Мы же подписали еще зависимость финансирования определенные виды профилей болезней. Тут же нет. Зависимость объема финансирования определенного. Вот это? Это экономический, да-да-да. Ну, вы в экономическом. Так, коллеги, ну ладно, мы переходим дальше. Сейчас все у нас отцифрует. Потом мы, наверное, вам распечатаем, раздадим, да, или возвратим. Так, переходим к 5 сил спорта. Данный инструмент нам нужен для оценивания конкурентов на рынке медицинских услуг в нашем случае. И оно делится по 5, получается, 5 сил. Можно на самом деле вот эти два показателя, да, это потенциальные конкуренты и действующие конкуренты в отрасли. Нужно будет расписать часть зрения, какие угрозы несут. Я вам раздам, вот какие параметры, факторы, именно по всем 5 факторам. Нет, сейчас, это потом. Ага. По 5 факторам. Итак, обратите внимание,
потенциальные конкуренты и действующие конкуренты в отрасли имеют различие о том, что потенциально они только могут появиться. Продукты-заменители в нашем случае что могут быть? Что может быть? Интернет. А? Интернет. Да, совершенно верно. Скорее всего, интернет-консультации, да? Могут повлиять на вашу стратегию. Далее покупатели. Насколько покупатели могут влиять на ваши цены, на вашу конкуренцию? Могут, ага, отлично. И поставщики. Есть ли у вас поставщики? И какие? Обратите внимание, поставщики это все ресурсы, в том числе персонал оборудования технологий. Итак, мы вам раздали получается, вот такие таблички, которых у нас здесь нет. Просьба посмотреть, какие факторы существуют, мы вам тоже раздали как подсказки, да? Но формулировку писать именно в части медицины. Если там, если, например, говорится, ну вот существует или не существует товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение цена-качество. То есть чуть лучше написать товары-заменители, какие именно, да? И, соответственно, мы заполняем эту таблицу по факторам, по 5, начиная с первого. Первое это у нас угроза вторжения новых игроков. И когда мы говорим угроза вторжения новых игроков, мы говорим про барьеры. Про барьеры, либо их отсутствие, о том, что насколько можно, например, влиться в ваш рынок. Это параметр будет, да? Это фактор будет, да. И, соответственно, вы должны фактор записать и оценить его. Насколько ваша отрасль действительно это высокий как бы, параметр, средний или низкий. Просто низкий по отношению к чему угрозы и лучше. Ну, параметр. Нет, параметр, насколько он существует, конкуренция на рынке. Есть или нет? Да, есть или нет. И мы должны написать параметры на свои. Да, выбрать какие-то параметры. Вот нижние, которые... И оценить, да. То есть каждый смотрит все равно с точки зрения, со своей точки зрения, как у нас тест-анализ получился разный, согласитесь, да? То есть, и сейчас вы то же самое делаете с тест-анализом. У вас на это 15 минут, потому что мы очень долго собирались. А дальше мы раздадим вам следующие карточки, которые нужно будет описать. Желательно рассмотреть все 5 сил. То есть хотя бы по одному нужно рассмотреть все 5 сил. Вернемся, потому что наша сфота на основе тест-анализа. Сейчас через 15 минут. Да, они, короче, получается, поехали. Уже кто как организовал. Ну, распечатка или просто на этом мире. Нет, они делали, получается, писали тренд, потом события угрозы возможности. Вот этот тренд, вот выписали о том, что происходит в внешнем мире части. Нет, тест там мы свели, а сейчас по одним бумажкам сейчас оцифруем. Нужно, чтобы удобно смотреть. Можно еще? Да, сейчас неудобно. А, вот это такой? Да. Сейчас. Давайте я копию туда сниму.
мы правильно воспринимаем, насколько он получается, как высоко учить или все-таки сложится. Вот это первый Понятно? Потом получается нынешняя
да? Через неделю будет. Так, коллеги, получается? Сколько у вас как? Так, коллеги, у вас минуточку внимания. Коллеги, минуточку внимания. Послушайте, пожалуйста. У вас будет еще время, 20 минут у вас будет, да? Для того, чтобы заполнять предыдущие бланки. Обратите внимание, мы вам послали новые бланки. Вы сейчас те параметры, которые выбрали, должны выписать в следующей нашей таблице. Опять-таки прошу подписывать команду, для того, чтобы вы понимали. Вы выписываете параметр, коллеги, пожалуйста, параметр, потом пишите значение, которое вы оценили, низкий, средний, высокий и так далее. Да? Это риск относительно вашего описания. Описание это вы уже говорите, что у вас в больнице есть. Относительно этого риска. То есть если он низкий, например, да, товарозаменители низкие, а у нас есть уникальные проекты, значит нужно совершенствовать дальше это направление. Понятно, да? То есть мы говорим параметр, сначала пишем, потом значение пишем, высокий или низкий, потом описание нашей поликлиники, вашей поликлиники, да, что у вас есть относительно этого риска. И далее вы пишете направление работ просто вкратце, что нужно увеличить, либо от чего нужно отказаться. Понятно, да? Ну да. Хорошо, 20 минут мы будем подходить и объяснять. А вы для этого сделали предыдущие. Вы делали что?
Сейчас они дальше продолжают работать. Вот анализ мы должны занять 3, чтобы
Надо сейчас
Снизить себестоимость дороже. Thank you.
происходит во внешнем мире. Плюс дополнительно можете взять 5 сил Портера в плане того, что по конкуренции. Ага. То есть это тоже есть возможность и угрозы. Это вот является как бы внешний анализ. Ага. То есть анализ. Сильные и слабые стороны, обратите внимание, вторая таблица 5 сил Портера, когда вы говорили описание, вы писали, либо у вас там все плохо, либо там все у вас хорошо. Да? И это вы описываете тоже сильные и слабые стороны, тоже 3-5. Выбираете и вписываете себе в таблицу. Далее идет немножко сложнее. Идет именно сопоставление, как мы можем воспользоваться, обладая своими сильными сторонами, воспользоваться возможностями. Ага, и точно так же, какие сильные стороны помогут нам нейтрализовать угрозы. Соответственно, вы начинаете сопоставлять первую сильную сторону и первую возможность. Понятно, да? Понятно? То есть сильные и слабые стороны общие свои учреждения, как мы берем, да? Да, внутри, ну, получается, у себя учреждение. То есть у вас есть сильные стороны, есть слабые стороны. Соответственно, вот какие слабо развитые стороны могут помешать воспользоваться возможностями. Пишем вот здесь, какие слабые стороны могут помешать нам возможностям. Понятно, да? И таких угроз, усугубляемых слабыми сторонами, нам нужно опасаться больше всего. А сильные и слабые стороны где прописаны? Вот тут. Нет, до этого мы нигде не писали. Вы писали, получается, возможности угрозы. Вы писали тест-анализ. А то есть оттуда можете посмотреть, но вы можете добавить еще, как бы, да, то есть, возможно, у вас какие-то идеи еще появились. Сильные и слабые стороны вы делали на второй таблице 5 сил Портера, когда писали описание. Что есть в вашей поликлинике, чтобы отвечать тем рискам, которые идут, ну, как бы на конкурентном рынке. Понятно, да? А тут мы отвечаем на вопросы, которые у вас тоже написаны в таблицах. Понятно, да? Коллеги, на все это у вас 40 минут. То есть я вам предлагаю немножко, может быть, завершить то, что вы не закончили до этого, и переходить сразу к анализу. Потому что вот тоже достаточно много времени нужно. Подожди. 30 минут. Моя.
Сейчас на работе еще. Желающие женской идентификации.
Очень большие издержки, ну не только персонал.
При остановлении без помощи.
Если мы платно делаем, верно мы делаем, Работа студента. Да, не надо
В том числе это на самом деле помогало им понять. Здесь сильный слабый. Конкретно взять, а то, что
Ну как Низкая
Если мы вот увеличим, если мы равно достигаем, нам нужно не больше. Я написала.
учебного Коллеги, давайте прервемся 15 минут. Час 40
По отношению к нам, Да, была определенная. Да. Это вот учебник, какая была определенная, это ваш духовный. Как бы я это училась, мне понятно совсем другое. То есть я читаю то, что мне было Нет, просто с вами немножко это равносильно, что я Экономисты говорят, что здесь совершенно силу своей духовности, что они изучали первый мир, как и экономисты, как и социологи, они это воспринимают совсем по-другому. Они не связывают ни с чтобы там со стороны сопротивления было видно, это все То есть они говорят, что
должен быть. Да, когда получается вот по СМИ, совершенно замучено. Покупать и совершение стоимости компании. Вот, и они должны показательно писать цели и проекты. Ну вот, мы хотели есть какой-то сейчас хотя бы 4. Сейчас мы можем посмотреть такое. Да, сейчас девочки все равно не действует. Когда мы начнем что-то уже ну, это нужно, в принципе, получается. Что повлияет на качество развитие плавной медицины, какие слабые стороны могут помешать? Это вот именно расписать. Курсы по времени. Давайте сейчас они выберем, может быть, 4, да? Ну, сейчас еще пока пишем. Они сводят, ага, все. Вы же просто сказать, перепечатываете здорово исследование. Отсеиваем то, что... Отсеиваете, да? Просто повторить. А связку сами делаете, используя возможности, на вопросы отвечаете? На вопросы обращаем теперь все, потому что мы уже говорили, что мы как эксперты технологий, а вы эксперты пока этого же не было. Ну, сейчас можем... Этого не было. Нет, сейчас можем... Нет, а эксперт это будет показательного для всех, чтобы обратная связь была. Потому что получается, мы берем, сдаем, вот это, например, кашечную, она не связана, обратная связь, а получается, нам надо, чтобы это было осознанное, осмысленное, чтобы мы исправили. Ну вот как вот мы сейчас прошли по таблице, а это что сделали. Ну, сейчас можем разобрать. Всех разберут, они знают, вызовут, они знают. Мне так кажется. Ничего, что следующий раз в конце фантазировать? Фантазировать начал. Мы брали чуть-чуть равномерно. Хотя бы расписывайте, что вы имели в виду. Это вот как мигрант у нас стоит везде. Что же имеете? Просто тоже набор комиссии. Вы не поняли. Это вот все, что вы сделали? Нет, там отвернулись. Это твоя личная руководитель. С появлением идеологии этой. Это же твоя личная боль. Анархия. Ну, впереди. Анархия цель, да. Ну, это можно не так. Нет, От тебя исходит. Твоя боль. У нас
Исходя из того, какая роль ты заводишь, оно Наша общая польза. Удовлетворяешь на самостоятельно. Ладно. Нейтрализуешь угрозы и это. Даем возможность реализации. Тут есть представители СМП. Есть представители СМП. Это облачная Я теперь поняла, почему вы эти пишите просто, чтобы их было проще сводку делать. Сестринская
Так, коллеги, рассаживаемся. Сейчас они написали там. Что написали? Сейчас получается, такие добавления не важнецкие. Мы сейчас, получается, но то, что ничего страшного. Тем же самым. Да, да, нет, мы не ставим. Надо. Тогда получается игра. Да. И попробуем перераспространить. Да. Там что происходит, что будет до и будет, как другие давай. Так, коллеги, у нас готово, да? Коллеги, давайте посмотрим, что у нас получилось. Буквально 2 минуты, можете еще пообсуждать. Колесникова или лучше уже Оля просто. Нет, до экономиста я еще не дошла. Ну, видимо, это, конечно, как сказала, полномочный оператор. Река Галор.
Тогда они... Так, коллеги, посмотрим. Коллеги, видно, да? Можно поближе сесть. Нет, можете подойти, просто посмотреть, да? Давайте обсудим. Возможности, получается, это мы сделали полностью свод в части того, что, ну, каждые 4 группы работает. Цифровизация, внедрение новых технологий. Кадры. Вот что вы подразумевали под словом кадры? Обеспеченность кадрами. Это мы говорим про возможности. Помните, я вам говорила, что возможности и угрозы – это внешний рынок. Да. Внешний рынок, на который мы можем войти. Педиатры не хотите прокомментировать? О, вот так, ну, кто написал, вот пусть немножко... Да, давайте быстренько пройдемся. Ну, про цифровизацию затронули все рабочие группы, кадры прописали педиатры. Можете прокомментировать? А может бумажку, я же уже не помню. Тут было написано привлечение кадров. Привлечение кадров. Более квалифицированных из других регионов. В других регионах. Привлечение, как сказать, заинтересовать кадров в других учреждениях. То есть Стать привлекательными для... стать привлекательными для того, чтобы Возможность привлечения кадров из других учреждений, из других регионов. Стать привлекательным работодателем получается. Тогда мы, коллеги, вы тогда должны были вот здесь описать о том, что как раз таки нужно было стать, ну, привлекательным работодателем, типа суспекет, для того, чтобы привлекать квалифицированных кадров. Давайте мы просто разберем для того, чтобы понять наши ошибки. У всех они были, пытались всех выровнять, но тем не менее это нужно для дальнейшей работы. Преемственность этапов оказания медицинской помощи. Как относится к возможности? Это кто написал? Это Вы написали? да. Ага. Что вы хотели этим сказать? Давайте разберем. У нас между уровнями оказания медицинской помощи как бы маршрутизация налажена. Налажено. Да. Внутри вашей подразделения. Нет, внутри города. Ну, вообще внутри нашей отрасли. Внутри вашей отрасли в части, ну, всей Оказание медицинской помощи. Насколько это является возможностью? То есть что вы там хотели, ну, что вы там рассмотрели, чтобы, например, этим воспользоваться? Тут, значит, оказание этапов медицинской помощи имеется в виду. Здесь же идет речь о первичной медицинской помощи, ну, в данном случае, педиатрии. Вот. И здесь, может быть, конечно, сформировано правильно, но на самом деле этапы оказания медицинской помощи по уровню. То есть наладить такую систему здесь. Это невозможно. Это сильная слабость, она должна была. Что пользоваться? Никто написал. Скажите, оно или есть, или его нет, да. Это же невозможность. Развитие плановой медицины. Это, да, возможность, ну да, улучшение качества оказания медпомощи с помощью внедрения ТИК. Ну, Это вот цифровизация бьется, по идее, да, то есть о том, что у нас федеральная программа. Улучшение не качества, наверное, с помощью ИТ, а Да, вот доступности. улучшение качества, но здесь должно было быть. Да. То есть это с первым связано. Так, федеральная программа. Кто написал? Вы писали. Ага. Расшифруйте. Но вообще существуют же федеральные программы, типа гранты, оснащение. Вот на сегодняшний день есть оснащение первичного звена для детских амбулаторных патологических служб. Для укрепления МТБ. То есть у вас существуют как бы федеральные конкурсы для получения дофинансирования. Да. Ну, чтобы было их больше.
Да. В части того, что мы можем принимать, опять-таки, можем принимать участие для привлечения дополнительного финансирования. Да. Понятно. Так, увеличение удельного веса платных услуг, новые виды услуг, аренда помещений. Это, в принципе, ага, но опять-таки увеличение удельного веса, ну, это как возможность рынка. Лучше не увеличение удельного веса, это вот здесь опять. То есть о том, что существует как бы весь рынок, и мы туда как бы рынок платных услуг как бы еще терпит появление конкурентов в виде вас, да? Вот это вот, в принципе, развитие платной медицины, да? Пропаганда ЗОЖ. Это чья возможность? Он написал. Это писали мы, но по рекомендации модератора. Давайте на модератора не спихивайте. Что вы имеете в виду? Ну, шифруйте. Ну, то, что сейчас пропагандируется средства массовой информации ЗОЖ, да, и люди как бы заинтересованы в своем здоровье и будут больше обращаться к нам. Ага, хорошо. Все ли возможности? Что это наша возможность? Наши были. Хорошо, извиняюсь. Нам претензий не было вообще. Так, хорошо, давайте до угрозы. Угрозы — большое количество населения плюс миграция. Кто писал? Ага. А в чем угроза? Большое количество населения плюс миграция. В чем угроза? Мне вот доступность нравится. То есть из-за того, что у вас идет большой поток, ну, то есть Качество будет страдать. Качество Наши возможности не будут отличать их. угроза рынка, то есть становится много людей, потребителей, и это, возможно, будет угроза для вас. Это не угроза, это возможность, да? Да, ну это может быть, конечно, ну, с точки зрения, ну докажите, что это угроза. Для меня, например, это вот как раз таки вот про развитие платной медицины. То есть чем больше людей больных, Имеется в виду увеличение населения за счет того, что при этом штат врачей остается одинаковым. А врача больше нагрузка на нового врача. А этих нужны там надо обследовать еще, и диагностика дорогая. У нас есть свои порядки в филиалах. Они ориентируются на количество населения, которое мы должны обслуживать. У нас население на другое, у нас штатное расписание на другое, а к нам обращается вот очень большое количество населения. Больше, чем наше штатное расписание. То есть несоответствие спроса и предложения. Да. Есть спрос на рынке, но у вас отсутствует предложение. Это как слабая сторона. да, вот это слабая сторона. Да. То есть вы не можете... Есть спрос на рынке, это возможность. А то, что у вас нет предложения, это слабая сторона. Да, и вот тут вот, да, вот, Даже если предложения будут, подождите, мигранты, имеются мигранты здесь не только мигранты, которые переехали, ну, по Российской Федерации. Сюда же входят еще и иностранцы. Ну, это имелось. Вот. И раз увеличивается количество вот этих вот иностранцы, дети, они также должны обслуживаться, какие, собственно, российские дети. Это же угроза для учреждений, получается, медицинской организации. в чем угроза? Угроза в чем? Недофинансирование будет, недофинансирование. Потому что по программе государственной гарантии записан определенный объем, который должны, значит, выдать. Ну а все остальное сверх объема нельзя сделать как платное? А как оно будет платно, если это дети? Дети бесплатно. Нет. Дети иностранцы без полюсов платно все идут. Ну, таких мало. Нет, они есть. Таких мало. Они идут под АНС, иностранцы. Их мало. Тогда нет угрозы, если их мало. Пишите же, их много. Ну, Это же они же приехали. Они приехали. Мало ли. Так, дальше. Снижение качества жизни населения. Качество жизни населения. Что имели в виду? Кто писал? Это мы писали. Ага. По-другому слово асоциализация. Очень
много стало многодетных, малообеспеченных семей. Которые не могут... Очень много безработных. Это ведет все равно к повышению качества жизни. У них нету, как сказать, да, не доступа к платным услугам. Они все хотят бесплатно получить разом ОМС. Платить они не могут. Не имеют средств. Хорошо. Рост количества потребителей. Ну, это то же самое, это продолжение. Это вот это все, короче, вы говорите о том, что существуют люди, которые их поселяются больше, которые обслуживаются по ОМС. Вам просто Хотят обслуживаться по ОМС. Усиление влияния нетрадиционной медицины. Вы согласны, да? Это вот всякие экстрасенсы, шаманы, практики и Насколько она усилена, это влияние традиционной медицины? Ну, это угроза. Так, сокращение штатных единиц ресурсов ОПУ. Сокращение штатных единиц ресурсов ОПУ. Это кто писал? Сокращение штатных единиц ресурсов ОПУ. Кто писал? Коллеги, что имели в виду просто? Мы хотели уже понять, что а? Нет, ну кто писал? Давайте расшифруем. Лечебники. Коллеги, давайте быстрее поясним. Скорее всего, это то, что опять-таки увеличение нагрузки на одного врача за счет уменьшения штата. Было 3 врача на 1000 человек, стало 2 врача на 1000 человек. А это не слабая сторона? Это внутри вошла? Нет, ну мы... это внутри развиваемое, да? Это внутри развиваемое. Да. Хорошо. Угроза здоровья населения. Что такое? Лечебники. Пандемия, Что вы имели в виду? Они уже забыли, кто что написал. Коллеги, просто, это, конечно, смешно, как бы, да, но просто мы потратили время для того, чтобы понять, да, вот, давайте, ладно, дальше не будем разбирать. Если мы говорим про возможности, про угрозы, да, это внешний рынок. Это с чем мы можем выйти на рынок, чтобы заработать, или с чего нам нужно опасаться, чтобы там ничего не случилось такое. Ни с нашим имиджем, ни с нашим именем, ни с нашими там покушениями, правовую защиту тоже говорили, как бы, да? Это мы не имеем в виду, что выделение нетрадиционной медицины приведет к тому, что у людей будут допущены случаи, вот мы же говорим, запрос здоровья населения. Вот, я продолжу. Да. В части того, что вот как раз таки вот здесь вы должны были рассмотреть то, что происходит на рынке медицинских услуг. Чтобы понять, какие у нас есть сильные стороны, чтобы либо забирать долю рынка, либо действительно сделать то, чтобы понять о том, что нас вообще может обанкротить и свести на нет. Понятно, да? То есть то, что мы пишем, да, круто, там, угроза здоровью населению. Тут надо тогда связки писать. Ну просто я хочу сказать, что это не шутка, мы уже сейчас работаем для стратегии, как ваша организация. А тут посмеялись 5 часов, 6 часов. Разошлись доверие. А? Снижение доверия, да? Да, снижение доверия. Ну это тоже, наверное, да? Да, это опять. Обеспечение некачественными товарами, конкурсы, тендеры. Ну, тратится очень много времени, допустим, на проведение тех же конкурсов, а так как там идет на цену, то есть самый большой критерий, значит, поставщики нам поставляют некачественные медикаменты. Хорошо. Административно-уголовная ответственность. Это при нехватке средств на выплату заработной платы руководителя, там возникает Вся деятельность, да, подкреплена уголовной административной ответственностью. Ну, с этим согласны. Удорожание цен на МЗ. Да, здесь тоже реагенты, все это связано, оборудование связано с долларом. Получается, что
будем мать заказом. Приостановление медпомощи, переток финансов. Это имелось в виду, что если не будет хватать средств, то мы зарплату не сможем выплатить, пойдет там с востока или туда, и могут приостановить помощь больницам из-за нехватки средств. Угроза, да, это самая большая угроза. Да. То, что у вас денег не хватает, это может быть действительно слабая сторона. Ну, деньги-то спускаются от Минфина, и оно не по графику, например, это от учреждений никак не зависит. Ну, это просто как внешняя угроза внутри региональная и вообще внутри России. Еще допустили вот про информационную, информационная перегрузка врачей. Да. Ну, это вот угроза, скорее всего, то, что возможность утечки баз данных. Это слабая сторона. Развитие живет к тому, что будет большой объем баз данных, которые может как и прощупать, и так и третьим лицам. Ну, тоже это слабая сторона. Это, скорее всего, да. Скорее всего, слабая сторона, то, что у вас защищено. Защиты нет. Так, краткосрочная выгода для профильного вида медпомощи. Ну, это тоже мы написали, это, например, президент Российской Федерации делает упор на онкологическую помощь, и все средства притекают именно на этот услуги и страдает от этого первичная медикаментозная помощь, и из-за этого какая-то угроза тоже. В следующем году они на сердечные сосудистые скажут, а теперь деньги тоже перейдут на вас. Тоже это как угроза. Хорошо? Так. Сильные стороны, высокое МТБ. Все согласны, да? Ну, все отметили, да. Все кому-то отметили. Укомплектованность, в том числе МЦП, большое количество кадров разных специальностей. Квалифицированность СМП. Маршрутизация. Что я имею в виду? Ну, это как организация процесса работы. Вот это четвертое То лето. есть у вас хорошо налаженная организация? Да. Слабые стороны, маленький стаж работников. То есть у вас работает с одной стороны квалифицированный, это СМП. То есть получается это врачи, да? Врачи не квалифицированы. Я бы не сказала, что много прям молодых, у нас больше опыта все равно. Сказали, что около 80%. Не, ну это может быть касаемо, если говорить только педиатров, потому что у нас в прошлом году пришло очень много молодых интернов. А если в целом по учреждению у нас нет, по отделениям. Мы не говорим, что не квалифицированы, мы говорим, малый опыт. Так, неудовлетворенность населения. Слабые стороны. То есть неудовлетворенность населения. То есть вы считаете, что у вас из-за наплыва населения ухудшается доступность и качество оказания медпомощи, из-за этого у нас получается неудовлетворенность. слабое взаимодействие между специалистами. Да, это вот где разные отделения, да, между собой не общаются. А там сильная сторона. Тут, скорее всего, человеческий как бы фактор, да? Да, Здесь организация самой работы, а здесь уже атмосфера внутри коллектива. Слабое клиническое мышление лечащих врачей. Можете мне пояснить? Ну, тоже, как это, молодых там, первый пункт. Мало опытных врачей, низкого качества. Хорошо. Дорогостоящая и длительная техобслуживание. Которое стоит оборудование, у него должно быть техобслуживание. Техобслуживание обычно не с нашего города, а с это то, что телефоны. Это очень длительное время, и они приезжают после оплаты. Когда поставляют оборудование высокотехнологическое, оно должно технически периодически
Так. Загруженность персонала. Это слабая сторона? Слабая в каком смысле? Мы брали в разрезе среднего медицинского персонала, там следующим пунктом идет бессмысленные функции. То есть мы когда проводили хронометраж, очень много времени тратится на второстепенную работу. Например, информационные технологии на сегодня можно сделать таким образом. Пациент, даже не приходя в поликлинику, может получить рецепт уже в аптеке. То есть он не приходит к врачу, чтобы выписать постоянное лекарство, а сразу идет в аптеку, и электронные технологии позволяют за счет электронной подписи и так далее получить электронную рецепт уже медикамент в аптеке сразу. То есть не надо будет ходить в медсестре, собирать подписи, ставить печати, выписывать, распечатать и так далее. Большие издержки над содержанием ТБ. Слабое самое тоже получается, дорогостоящее длительное обслуживание. Ага. Слабая сторона затрат на фонд, много штатов. Это не самое. 80% вводят на фонд. Мы не можем раскрыть. Это же да, тут, наверное, надо было недостаточное финансирование написать, да? Нерациональное использование МЗ, масс запасов, необоснованные анализы и исследования. Ну вот там же было написано, необоснованное назначение. У нас есть в четвертом оно сходится. То, что плохо медицинство делает, и всякий раз они обоснованы. Первым, с четвертым, с пунктом это все. И 11-й пункт очень интересный. Итак, давайте вот просят прокомментировать незагруженность персонала. У нас говорят, что в форме все работает, и по функционалу работает. Вот 6 и 11 самые заключающие. Это разные точки зрения. Каждый месяц мы делаем исполнение плана, смотрим, и идет всегда неисполнение плана по некоторым. Я не говорю, что сидящие делают, а есть те, которые почти не делают, не исполняют свои планы. Отмечаются очень часто. Нет, но это же, допустим, это выявляется, когда выводим мы загрузку и объемы, допустим, невыполнения. Тут же две причины могут быть. Либо не загруженность, либо же она не регистрирует это в программе РМИС или ТММИС, то есть не фиксирует. Непонятно, да. У нас есть документ, что он сделал сколько-то посещений, а то, что он работал без программы, это нас не касается. То есть несоответствие отчетов жизненным реалиям. Давайте теперь на вопросы. Да, давайте посмотрим, что мы ответили, как воспользоваться. Как воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны. Создание единой базы. Это, скажите просто, для того, чтобы преемственность была между другими разными лечебными учреждениями, как первичного, так и стационарного обслуживания. То есть пациенту, чтобы мы мало времени тратили на их обследование. Единой базы по республике. Да, по республике, по карточкам, по анализам, да? Да. Ну, насколько я знаю, то, что это же персданные. Да, это регулируется федеральным Это как законом, раз и ваша данных. база данных. И, получается, например, пациент выписался из стационара, там он перед выпиской прошел рентген, приходит в поликлинику, опять же делает рентген. Это влияет на здоровье его, то есть облучение лишнее, и затраты финансовые, то есть лишние затраты, где тоже рентген пленки и человеческих ресурсов. То есть если была бы единая база, законодательно, как говорится, подтвержденная, что пациент разрешает. Ну, над этим сейчас как раз-таки в рамках цифровизации именно здравоохранения прорабатывается вопрос и в части федерального регулирования. Вопрос, вообще вопрос очень важный, но это от нас конкретно не зависит. Поэтому написали, что... Да, хорошо. Удаленная запись на получение услуги. Давайте сразу обсуждать, сможем ли мы сделать это своими силами. Хорошо? Удаленная запись, говорят, есть. Идем дальше. Эффективный контракт. Есть. Увеличение доступности. Работаем. Смотрите, увеличение доступности каким путем? Ну ладно, это мы сейчас дальше будем думать. Расширение платных услуг за счет МТБ. Ну это понятно, да? За счет МТБ тут аренда или все-таки? За счет своих, скорее всего. Ага, самостоятельный прием в СМП.
То есть, Ну, вы хотите... да, так как у нас есть сильные стороны и возможности, почему бы это не делить? Ага, да, хорошо, согласна. Облачная поликлиника, рецепты. Ну вот я уже говорила по поводу того, что пациент не делал несколько посещений в поликлинику, например, сначала к врачу записался, потом в аптеку пошел, а уже как бы в онлайн-режиме, с технологиям, сразу же выписали ему рецепт, и он пришел только в аптеку за препаратом. Называется телемедицина. Ага, то есть, сможете своими силами это сделать? Ну, если будет программное обеспечение прикрепленного, можем, конечно, но это надо заключать договора по совместной деятельности с аптеками, с программами. Можете? Технически это возможно, но как бы там нужны же программные обеспечения. Хорошо. Скорость на результат. Это мы прописали в связи с тем, что у нас есть значит, персонал медицинский и высокие технологии, цифровизация. То есть можно же обследование пройти, и результат тоже уже сразу получается. Ну, телемедицина, да, что-то в этом роде. Я заботиться. Проведение сестринских исследований. Но, значит, учитывая федеральные программы, я уже говорила до этого, можно проводить, чтобы стимулировать персонал для проведения всяких исследований, то есть научная деятельность, можно так сказать. Во всем мире как бы идет повышение уровня образования не только врачей, но и сестер. За счет именно науки, да? Да, за счет науки, исследований и внедрения их в практику. Разработка грантов. Ну, вот тоже по федеральным программам вообще инициативу проявить, что можно побольше грантов. То есть участие в грантах. Да. Не разработка грантов, Да. а участие в конкурсах. Да, участие в грантах. Так, автоматизация рабочих процессов. Нет. Ну, это понятно, да? Так, давайте быстренько пробежимся. Какие слабые стороны могут помешать возможности? Недостаток финансирования может помешать? Может помешать. Несоответствие порядка оказания. Несоответствие порядка оказания. Это вот слабая сторона, да? Ну это не наш уровень. Федералы же пишут. То есть мы сами не можем это сделать. Слабое взаимодействие. Это наши несоответствия. Несоответствие. Порядка оказания. Порядку оказания медицинской. Несоответствие порядку порядкам нашим стандартам. По профилям. То есть вы не соответствуете. Требования. Частично. Несоответствие требованиям порядка оказания. Скорее всего. Там 100% должны. Так, слабое взаимодействие между специалистами. Слабое клиническое мышление. Слабое клиническое мышление, то есть вы тут переписали, да? Ну, это же здесь. Что делать с этим слабым клиническим мышлением? Тогда вопрос. Что делать с этим слабым клиническим мышлением? Как можно определить? Какие бенефиты ставят в отслеживании отношений? Что вы предлагаете, чтобы усилить это клиническое мышление? Как каждый врача будет измерять какого каждый. Баллы МГУ и проводить нормальные обучающие циклы. Нормальный обучающий цикл. Мне кажется, наоборот, требования при отборе надо для... Говорят, требования при отборе. Приеме на работе. Да. При приеме на работе, я не знаю, исследования практически Но для этого надо стать. Дорогостоящее длительное техобслуживание. Ну это да, вот тут переписали, все это было. Разделение делегирования функций. Почему Вот это тут же, можно? ребята, чтобы просили вас слабые стороны здесь, а вот тут слабые стороны, которые могут помешать возможности. Единая база пациентов и ЛПУ. Да, то есть тут сейчас попробуем расшифровать. Кто-нибудь может расшифровать разделение делегирования функций? Это кто писал? И делегирование функций. Ну, тут понятно. Вот смотрите, вот, например, тот же врач, допустим, сейчас говорили, что много времени тратит для того, чтобы заполнение вот этих программ, да? То есть это практически как оператор, практически как секретарь. Она могла бы делегировать функции, например, оператору, который будет сидеть с ней на приеме, и сама делает там пальпацию, аускультацию, перкуссию, все что угодно, общению. То есть, да, больше времени пациенту уделяла бы.
определялось бы. Как на УЗИ получается. Да, да, что УЗИ, да. Врач сидит, смотрит, а медсестра пишет, например. Но тут не медсестре, а именно оператору. Сейчас это практикуется, мы можем своими силами. Ну тут, скорее всего, смотрите, да, вот это, мне кажется, да, вот разделение делегирования от здесь должно. Как сильная сторона, да? Ну, нет, как воспользоваться возможностями, да, то есть о том, что мы уже говорим. И вот скорость там, это можно было. Ладно, так, давайте дальше перейдем. За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы, маршрутизация? Какую угрозу убиваете здесь? И как? Ну, освещение СМИ, ну, видите, опять как-то неправильно писать. Освещение СМИ и пациента в области обращения к нетрадиционной медицине. То есть, ну, это своего рода ликбез, да? Самая большая проблема получается. Да, то есть вы за счет, получается, своих кадров, да, или за счет того, что у вас все хорошо, будете проводить какие-то освещения СМИ. Исследовательские исследования применения расходных материалов. Ну, вот, допустим, это вот относится к тому, что поставляются некачественные материалы. Исследовательские исследования помогут доказать и показать, значит, что такие материалы неприемлемы сегодня в нашем Все, учреждении. поняла, спасибо. Оптимизация всех издержек. Каких издержек? Ну, это угрозы, можем на угрозы мы Нет, мы тут, да? смотрите, какими сильными сторонами можно нейтрализовать угрозы. Сути как? То есть тут неправильно написано. Ага. Каких угроз усугубленных слабыми сторонами нужно бояться больше всего? Неудовлетворенность населения за низкой доступности. Да. То есть о том, что видите, да? Останется низкоквалифицированный медперсонал, чтобы влиять на качество. Потому что если все разбегутся, да? Выгорание персонала, перерасход финансовых средств на расходные материалы. Это все равно чудит. Перерасход финансовых, пересмотр штатов. Ну, пересмотр штатов. Скорее, это возможность Это вот сюда, наверное, да? Итак, хорошо. Коллеги, сейчас что мы делаем? Мы должны выбрать 4 приоритетных направления, чтобы дальше работать. Давайте ускоримся. Может, предложите, как, или какие-то возьмем конкретно. Давайте повышение квалификации специалистов. Повышение квалификации специалистов. Но мы на это можем влиять сами. Мы на это разве можем влиять сами? Повышение У нас квалификации есть целый специалистов. институт в городе. Ну это же, ну, Это есть что упало? Надо Более опытных врачей. Ну, терапевт на приходит, Нет, да? Мне кажется, наоборот, нужно становиться на то, что мы написали. более привлекательным. Так, коллеги, давайте вот с точки зрения, действительно, мы можем на это повлиять или нет, да? То есть что-то сделать. Нет, мы можем брать на работу высококвалифицированных специалистов. Зачем нам брать Через систему согласования, через систему собеседования, через систему отбора. Мы не будем брать низкоквалификации врачей. Ну, вообще Но с другой стороны, мы же должны стать привлекательным работодателем, чтобы к нам шли не вчерашние специалисты, а люди, там, у которых большой опыт работы, у которых закончили центральные вузы и так далее. И, соответственно, мы им должны платить соответствующую зарплату. Должно быть у нас оснащение Давайте выпишем несколько. На повышение квалификации можно влиять или нет? Коллеги, подсказывайте. Уже имеющихся, да. Имеющихся, конечно, можем. Давайте напишем на повышение. Можем. Квалификации. Но у нас же есть сейчас отдел ЦКО, Коллеги, вы не говорите вот друг другу, общайтесь. там какие-то... Если это да, то давайте вынесем на обсуждение. Для наших сотрудников, допустим. Мы свою квалификацию повышать можем. Мы можем учить их сами, учить их отправлять учиться куда-то, устраивать какие-то конференции, какие-то семинары, какие-то алгоритмы внедрять, у них экзамены принимать ежедневно. Конечно, мы можем. Коллеги,
сбалансированные показатели, которые про кадры тоже будет говорить, но там нужно уже системно часть того, что до повышения прибыли компании. Да? Ну, сейчас Татьяна вам расскажет. Еще какие темы? Экономия направления, да, сказать? Ну, сейчас давайте накидаем, потом выберем. Экономия средств. Доступность надо повышать. У нас основная цель вот это же. Повышение доступности. Можем это сделать, да? Да. Повышение доступности. Да, и работаем. И средний персонал надо. И направление И сократить вот эти, на как стратегию, на сократить перспективу. оптимизацию Посмотрите вот издержек. миссию, которую прописали, может быть, Да. миссия еще поможет. Сейчас мы должны выбрать 4 стратегических приоритетных направления. Направлений очень много, но мы должны выбрать приоритетные. Оптимизация всех издержек. Да, да, вот оптимизацию всех издержек мы должны сделать. Только тогда у нас будет. В эту оптимизацию и входит СМТ, самостоятельный прием СМТ. Вот это всегда. Слышали, да, издержки, как это, оптимизация издержек? Лучше платить фельдшеру, чем врачу. Так же решаете. Это и есть оптимизация издержек. Так, еще? Развитие предпринимательской деятельности. Издержки это Развитие предпринимательской деятельности. Развитие платной медицины. Развитие платной медицины. Больше платных услуг там, чтобы сделать. И Арсена Валерьевна тоже скажет. Развитие платных услуг Мое, как говорится, нормальным оптимизацию, что сказать, издержек. чтобы вы что-то заработало, а не просто так, как бы платную и так. А мне кажется, Нет, платная имеется в виду не только медицинская услуга. Коллеги, это я просто написала, как тут, просто чтобы вы понимали примерно в каком ключе. Сейчас у вас будет еще один инструмент, который вы будете вот дальше уточнять и так далее. Сейчас может быть совершенно другой у нас появится. Итак, привлекательность. привлекательность, да, ощущение СМИ, что вы такие хорошие. Имиджевая политика. Имиджевая политика. Надо же поддерживать. Еще может быть есть? Коллеги. Давайте на пяти остановимся. Итак, я сейчас предлагаю вам перемешаться в группах. Часть того, что, наверное, у нас оптимизацию издержек возьмут парочку экономистов, ну и можно присоединиться к ним. Часть того, что коллеги. Давайте разделимся на 5 групп. Кто куда хочет, кто какую тему берет. Итак, ребята, мне нужны как бы лидеры проекта. Повышение квалификации кто что берет? Вы берете, да? Вы будете поставить силы. Повышение доступности кто берет? Повышение доступности кто возьмет тему? Сейчас мы вам стол еще один дадим. Кто возьмет повышение доступности? Ладно, оптимизация издержек. Оптимизацию вы берете, да? Развитие платной медицины вы берете? Имиджевую политику кто возьмет? Кто хочет взять имиджевую политику? Кому осталось? Ну, повышение доступности никто еще не взял. Это правильно. А то вы как сидели, так и не стали. Нет, надо есть. Я думаю, вот этот стол нужно давать повышение доступности. Давайте возьмите. Экономиста тут Вы нет. уже взяли, что ли? Вот так просто сама вот так пальцем ткни это пробежала, все так и будет. А то сейчас... Повышение квалификации за первый стол. Все У вас, правильно. коллеги, оптимизация издержек. Вы взяли развитие платной медицины. Ваш стол что берет? Доступность я не беру. Вот это Света где? Повышение доступности. Повышение доступности. Или же политику никто не взял, да? Четыре стола. 400. То есть, ну, ребята. Итак, коллеги, Нам брать коллеги, сейчас я передаю слово Татьяне для следующего. Имиджевая политика была с повышением квалификации.
Нет, повышение доступности и имиджевой политики нельзя. Они очень быстро. Да, коллеги. Давайте я быстренько объясню нашу работу. Мы выбрали 5 стратегических направлений. 4, да? 4 стратегических направления. И теперь мы должны вот эти 4 стратегических направления как-то привязать к своей обычной жизни. Есть определенный инструмент, ее разработали американские экономисты еще в 1992 году. Это 4 перспективы конкретизации. То есть каждое стратегическое направление, оно лежит в плоскости 4 перспектив. Первое – это кадры. Второе – это внутренние бизнес-процессы, то есть наш организационный процесс. Третье – это наш клиент, то есть в нашей перспективе это наш пациент. И четвертое – это финансы. Система сбалансированных показателей, что она вообще имеет в виду? Почему вообще решили внедрить эту систему кратко из истории? Все отчеты связываются именно на выявлении финансовых показателей. Допустим, для коммерческих предприятий это, например, прибыль. Но вот эта прибыль, она показывает именно прошлый результат. То, что произошло, например, в прошлом году. И на нее мы уже никак повлиять не можем. Мы можем сделать какой-то факторный анализ и сказать, что были какие-то издержки длительные на доставку, на транспортировку, но мы в прошлом уже не можем на это повлиять. Поэтому вот американские ученые, они предложили применить систему сбалансированных показателей, чтобы поэтапно, поквартально, ежемесячно как-то именно влиять на конечный финансовый результат. Потому что в любом случае результат всей деятельности всех компаний, вплоть даже госучреждений, они связываются именно на финансовые результаты. Так, теперь дальше. А тут не работает. Например, зависимость финансовых показателей от 4 перспектив. Самое главное, это, конечно же, квалифицированный персонал, который у нас трудится. Да? Если мы наберем квалифицированный персонал, вооружим его эффективными технологиями или налажим внутренние бизнес-процессы, которые у нас происходят, направим на привлечение и удержание клиентов, ну, в нашем случае на доступность оказания медицинских услуг, на удовлетворенность нашего пациента, то мы увеличим стоимость компании. Если мы говорим про увеличение платных услуг, то, например, увеличение доходности от предпринимательской деятельности. Так. Вот сейчас мы раздадим вам шаблоны. Любое стратегическое направление, оно в той или иной степени лежит во всех этих 4 перспективах. Нижнее – это кадры. Второе – это наши внутренние бизнес-процессы. Что туда относится? Туда относятся информационные технологии, которые мы внедряем или которые мы можем внедрить. Организация процессов, вот вы говорили про маршрутизацию, либо какие-то инновации, инновационные методы, либо какие-то инновационные продукты. Третье – это обязательная перспектива клиента, то есть пациента. Мы работаем на его удовлетворение. И четвертое, вот в связке оно приводит к каким-то финансовым результатам. В данном случае мы говорим про прибыль, либо на выполнение госзадания и освоение всех финансовых средств. По показателям, ну это вот как примеры. Да, это как примеры, у нас будут совсем другие. Ну мы сейчас еще по словам пройдемся, я объясню. Например, по перспективе штатов, какие показатели мы можем сюда, например, отнести? Обмен лучшими практиками. Вот то, что касается, говорили же про слабую сторону, что нет взаимосвязи между разными специалистами. Осведомленность о стратегии. Например, о том, что стратегия держится в головах у топ-менеджеров, а те, которые реализовывают стратегию руками и ногами, они про нее не знают. То есть мы должны обязательно доносить до каждого наши стратегические миссии и наши стратегические приоритеты. Опрос о лидерстве, доступность информационных систем стопроцентная, то есть все имеют доступ к определенным информационным системам, обеспечены стратегическими специальностями. Что касается, например, вот
именно внутренних процессов изменения структуры каналов. Ну, это пример компании, именно IT-компании, поэтому тут примеры немножко другие. Третье, ну, это обязательно удовлетворенность клиента. И четвертое, самый главный показатель – рост чистой прибыли. То есть показатели, они идут сверху вниз всегда. Сверху вниз, то есть какие показатели в конечном итоге привнесут к финансовым показателям. Самое главное, вы должны увязать вот эти финансовые показатели с этими тремя сегментами. Сейчас что мы предлагаем? Вы распределились по направлениям. Сейчас вы должны вот по этим 4 перспективам расписать вашу цель, какие проекты вы внедряете, с какой целью и какие показатели, показатели эффективности могут быть применимы, чтобы мы оценили, что этот проект выстрелил и цель мы достигли. Именно по 4 перспективам: кадры, внутренние бизнес-процессы, клиент, пациент и финансовые результаты. Сейчас мы, например, вот разделились по повышению квалификации. Вы должны продумать какой-то проект, расписать его именно в ключе относительно этих 4 перспектив. Вот карточки проекта мы будем доставать. Если есть возможность, можно расписать, какой бюджет для этого необходим, чтобы примерно оценить. Я предлагаю сначала внутри себя обсудить, какой проект вы хотите сделать. Какой проект вы хотите сделать? Да, развитие платных услуг. Каким образом вы хотите сделать? Цель, да, вот это. Цель не рисунок, а какой показатель обучения способности лучше вот это
Система сбалансированных показателей.
Да,
Это вас надо слушать, да, это по одному пациенту по один день. Это не так, что нет, снятия не будет, но надо это доказать. Нет, то есть мы хотим, чтобы Вы сейчас пытаетесь найти всю все согласны? Все согласны? Все, люди, ваша цель решить какие мои идеи получить бумажки, показать. Дальше вы какие процессы должны написать. Вы сказали, что
каждый сидящий в кабинете зарабатывал. Хочу вас попросить, кто может Не себе даже если вы родители, которые не можете заметить, что уже имеет от этого детей нужно избавиться. Реально, вот Это показать уступ пациента. То бишь, получается, чтобы брать и медицинскую
Коллеги, давайте минут через 10 начнем слушать уже выступление. Буквально 10 минут, чтобы вам завершить. Вы закончили, да? Давайте подождем, потому что некоторые только начали. Давайте 7 минут. Через 7 минут начнем. Было 540, стало 300. Да, 300 будет. Показатель проекта. Выполнение кадровый группы, каждый будет кадровый мы уже сделали. Это надо что-то тоже. Смотрите, который раньше. Смотрите, процесс, как он надо будет организовать время, правильно? Да. Это должно появиться, и что вы хотите сделать? И что вы хотите делать? Нет, если у вас солдатный Как вы поймете, что бесперебойная работа труда.
у вас должно быть потребителей. Мы сейчас говорим именно о новом. То есть посмотрите, Так, коллеги, время вышло. Да, один человек. Включи.
Почему он решил? Давайте тогда по желанию, по готовности, кто первый выступит. Озвучивайте просто вашу инициативу и в конечном итоге каким результатом выявления этих инициатив либо проектов потом принесут в целом. Результаты – это ваши показатели. Цели. Результаты – это наши цели. Ну, именно по схеме, коллеги. То есть вы говорите, главная наша финансовая цель – это уменьшение издержек. Для чего? И начинайте с кадров. Нам нужно сначала кадры прокачать. У некоторых, например, части кадров. Ну да, ну, то есть снизу какие процессы должны появиться, какие вы цели достигаете, какие проектные инициативы нужно сделать. Значит, наша группа работала по снижению издержек. У нас внутренние процессы заключаются в том, что мы хотим внедрить самостоятельный прием медицинской сестры, то есть медицинскую сестру оторвать от врача. Отдельный прием. Следующий процесс – это замена медицинского персонала среднего операторами, медицинскими операторами. Это, в частности, у специалиста УЗИ, значит, заменить оператором. То есть по диктовке может писать и не медицинский персонал. Следующий процесс – это укрепление участков, то есть увеличить численность населения обслуживаемого одного участка одним врачом и 3 средними медицинскими персоналами. Наша цель – это удовлетворенность пациента, уменьшение времени ожидания попадания на прием и до 1 дня и, значит, снижение годового объема фото именно по участковой службе до 55%. У нас все. Все. Просто если можно, во-первых, я как экономист, да, я немного не умею мыслить вот так вот виртуально, да, и более приземленно, да, у меня вот такое мышление, да, и, ну, хорошо, давайте немножко, как бы, от реалии оттолкнемся. Ну, вот просто мы взяли, если, например, участковая служба, да, по проекту предлагается 1 доктор и 3 медсестры, да? Медицинского персонала, медицинского персонала. В частности, 2 из них. В данный момент 1 доктор, 1 медсестра, да? Получается там, ну, сколько у нас там получается? 180 тысяч. Да, вот 180. Если мы, вот как предлагаем, 1 доктор и 3 медсестры, вместо того, на население 5400. Так было бы, например, 3 доктора и 3 медсестры. То есть фонд был бы 540 тысяч в месяц против 300, которые предлагается с учетом внедрения среднего персонала. Ну, в этом случае как они будут достигать, посещение, как бы брать исполнение. Значит, посещение будет выполнять медицинская сестра, а обращение будет выполнять доктор. То есть полностью функцион врача и медсестры. Пересматривается и объем. Я говорю, что это как бы какие-то без ограничений мышления, скажем так. Без ограничений действующих штатов, реальности, ну, сегодняшней ситуации. Но в конечном итоге мы получаем снижение времени ожидания, то есть до 1 дня, то есть он, допустим, возьмем пример, пациент приходит на прием к терапевту, терапевт ему назначает анализы для того, чтобы поставить точный диагноз и сделать назначение. А для этого колл-центр, значит, направляет к медсестре, которая выписывает направление на анализы. Пациент с утра сдает анализы и после обеда попадает к врачу, потому что у нас есть ЛИС, который как бы интегрирован с РМИСом, например, и сразу видно результаты, то есть день в день. То есть после обеда он попал, ему поставили точный диагноз, анализируя то, что у него есть, и назначили лечение. То есть количество посещений пациентам лечебного учреждения уменьшается в одно сразу же, да? Ну, то есть получается, что только врач делает обращение, а медсестра посещение. Просто фактически имеется. Да. То есть тоже выписка. Ну, если у кого-нибудь есть вопросы, Вы хотите работу врача с медицинской сестрой первый прием? А как вы узнаете, какие анализы выписать? Она же медсестра. Ну, на сегодняшний день для того, чтобы, например, к врачу попасть, по тем или иным, есть стандарты, по которым работает врач. Там стандарты, они колоссальные. Ну, это с опытом.
изначально как бы мы хотели, чтобы, например, профилактические мероприятия вела медсестра, те же прививки, те же, допустим, активы, посещение на дому медтранспортабелей и так далее, вызова. Опять же, на сегодняшний день у нас фельдшера ходят на вызова по обращению первоначально. Врач, фельдшер, медсестра. Ну, вы посмотрите экономически с точки зрения государства, да, 8 лет, нет, подожди, 8 лет государство тратит на врача, чтобы, как говорится, дать образование, сделать полноценным специалистом. И, как говорится, врач на сегодняшний день ходит на банальные температуры, допустим, да, ОРВИ, или же мне нужно выписать рецепт пациенту. То есть 8 лет она училась, чтобы по этажам бегать и выписывать рецепты на дому. 8 лет она училась, что если она наблюдает такой вызов, и будет какой-то неотложный, врач поймет это по своему опыту. Она Для этого и существует колл-центр. Сегодня идет интеграция, то есть разделение вызовов все равно. То есть у нас сегодня в нашем учреждении колл-центр делит, куда пойдет фельдшер на вызов, куда пойдет врач. И пока ошибок не было. А? И пока никаких ошибок не было. Ну, на сегодняшний день пока у нас таких случаев не было, чтобы жалобы были. Мне кажется, вот про ошибки, как Это показали, уже можно историю добавить. Ну, мы можем добавить, конечно. Не, ну конечно, мы не говорим, что мы все такие умные. Ошибки есть у врачей в мире, здесь нужно пошло. Ну, я понимаю, но если других комментариев нет, то предлагаю поблагодарить. Да. И да, следующая группа. Ну, давайте поплавно продолжая тему оптимизации издержек и повышения. Добрый день, коллеги. У нас тема, цель увеличения платных услуг, да, стратегически снизу, да, начиная. Как бы мы хотим проекты, новые виды услуг внедрить. Это автоматы по профилактическим, по предварительным осмотрам, да, там бюджет сравнивают, да, бюджет, который посещает. Второе – это аренда помещения. Ну, это просто мы хотим увеличить аренду помещения, это мы уже делали, да. Увеличить образовательные услуги, это у нас ЦМО. Если они сейчас, допустим, 3 миллиона приносят, чтобы они чуть новые виды образовательных услуг внедряли и как бы работали над этим, через БНО, тоже как бы зарабатывали, тоже хотим увеличить, да. Далее у нас 4-й вид услуг – это индивидуальный уход за больными. В нашей группе сидит Николай Валентинович с тяжелыми больными, и он как бы тоже, его работники могут обучить семьи, у которых есть такие тяжелые больные. Это тоже будет обучение, да? Да. Обучение семей – это не врачей, не медиков, да, а именно обучение, нет, не уход, а обучение. Обучение плюс индивидуальный уход. Уход тоже стационарный. Уход тоже такой. Может просто предложить дополнительно. Ну да, есть, которые очень прям требуют. Я сказала именно уход в стационаре, но это будет очень дорого, и таких пациентов, клиентов у нас будет мало, поэтому мы на дому просто хотим обучить, как. Это есть такое. Да, далее 5-й вид у нас косметология. 3-й вид УФК, это опорно-двигательная система, тут тренажер, как бы тоже 100 тысяч стоит, оказывается, и массаж на дому. Это 7-й вид услуг у нас. И если смотреть по кадрам, то у нас стратегическое задействовать персонал, полную мощность, зарабатывание средств для учреждения. И тут как бы сильно никого обучать не надо, и вот эти все кадры у нас имеются, да? Тут даже обучать никого не надо. То есть готовность есть. Готовность есть. Далее внутренние процессы, что мы должны организовать график работы, поговорить, установить тарифы, согласовать найти персонал, который готов оказывать такие вот услуги, да? И, конечно же, отдел платных услуг мы дадим, чтобы они маркетинговые исследования сделали. Здесь у нас показателем будет количество услуг, это это по новым видам услуг, сколько у нас пойдет количество, и там уже будут подведены
новые виды услуг, это у нас идут новые клиенты. Показатели у нас удовлетворенность клиентов и лояльность. Здесь мы проект, программа лояльности за привлечение там кого-нибудь друга или как-нибудь там скидки можно, да, посмотреть по программе лояльности и придумать какой-нибудь тоже дисконт скидки за второй случай услуг, да? Бонусную систему, да? Ага. Потом по финансам наверх пошли, да, и у нас это, конечно, получается увеличение, мы стараемся увеличить финансирование и часть доли финансирования, да, по платным услугам. Если сейчас у нас доля платных услуг 5%, то мы хотим достичь роста прибыли, так сильно заявили, 10%, это 5,3 миллиона рублей. Нет, 10% всего. У нас если 53 миллиона сейчас, да, платных, то на 10% мы... на 10%. На 10%. У меня все. А общий бюджет 440 тысяч. Может быть, у кого-нибудь есть комментарии, вопросы? Комментарии, вопросы, коллеги? Всем все понятно, спасибо. Единственное, что ваши разные виды услуг, да, вот в плане того, что вы сделали показатель, например, про количество, да, то есть предоставление услуг. Тут можно было бы сделать еще кто сколько заработал той или иной услугой. Да, потому что неравноценные, как бы, получается, да, то есть... мы все равно будем смотреть по видам услуг. Да. То есть можно было бы вообще по видам услуг разбить именно по данной схеме. Вообще можно в целом на каждый вид услуг сделать в целом анализ рынка и так далее, да, маркетинг исследований, выстрелит это или нет. Это просто пока мы виртуально сказали, что Хорошо, спасибо. Да, я быстро скажу. Так, наша идея повышения квалификации врачей, как в целом, молодых специалистов, да, публичного сообщества. Сама цель, да, что начнем? Мы начнем с обучения специалистов. Если он обучается индивидуально, чтобы они после обучения вернулись обязательно к нам. Вот. Что показатели основные? Им нужны обучающиеся и способ проверки их после обучения. Система тестов, экзаменов. Внутренние какие дела для этого есть. Нужно каскадное обучение, то есть система наставничества, чтобы специалисты более старшего поколения обучали молодых специалистов. Резидентура возможно, то есть отправлять специалиста куда-то в какое-то время в другую, может быть, в другой регион, в другую страну. После возвращения от него требуется внедрение в работу. И во время наставничества преподаватель передаст ему именно компетенцию работы врача, то есть как работать с пациентами. В разных регионах по-разному работают врачи. Вот. Для пациентов чем это важно? Это будет доступность, то есть надо специалист, которого раньше не было, нефролог, банальный кардиолог, еще один. И, соответственно, удовлетворение пациентами то, что какой-то клиниция можно у него обследовать. Основная цель, конечно же, прибыль. Этот врач, который пришел, у него будут дополнительные медуслуги специализированные, которые будут оплачиваться из системы ОМС. Единственное, что я не знаю, какие показатели, но я думаю, за год около 100 тысяч примерно больше заработать. Мало. Сколько есть? В зависимости от специалиста. Тут можно, 100 тысяч, это денежное выражение, да, но уже говорится больше о прокачке своих же, который повлияет на имиджевую политику, мы говорили про привлекательность, Это за первый год, да, врач вас будет с годами, поэтому обучить 100%. Всех врачей. Только один показатель, да? По процессам показателей не успели сделать. У нас две корпуса. То есть мы планируем всех специалистов обучить таким образом от старших.
Заграничные стажировки. Это не суббота. Спасибо. Так, ну, последний, да, у нас была самая сложная задача, которая называется повышение доступности медицинской помощи. Повышением доступности медицинской помощи мы занимаем весь период своего существования, до существования, после существования. Мы все время занимаемся повышением доступности медицинской помощи. У нас было множество проектов, которые были направлены на повышение доступности. Часть из них как бы себя не реализовала, но большая часть из них себя реализовала, и как бы мы создали центр сопровождения пациентов, да, кабинет неотложной помощи и прочие дела, которые имеют место быть, которые сегодня работают. Но тем не менее, на сегодняшний день доступность у нас низкая, если не сказать, что крайне низкая. Мы не достигаем программы государственной гарантии в своем учреждении. Это мы очень долго разговаривали, да, и выявили все-таки причины этого. Причина этого, что у нас много населения. Вместо, допустим, 1800 на участке, у нас от 2 до 2500 населения на участке. Это только про взрослое население, говорю, не учитывая даже детское население. Плюс у нас очень большое население женской консультации, потому что престиж учреждения позволяет употреблять большее количество женщин, чем те, которые стоят у нас на территории. А что же нам сделать? Что же сделать для того, чтобы повысить доступность, чтобы человек в день обращения мог попасть к специалисту и к врачу-терапевту? Единственный выход из этого, да, это первое. Конечно же, как выступал первый участник, это привлечение среднего медицинского персонала, в том числе фельдшеров, да, для того, чтобы они разгружали деятельность врача-терапевта, чтобы из врача-терапевта убрать несвойственные, простые функции, несвойственные, да, например, сделать фото, я не знаю, пойти на архив, то, что может делать фельдшер, да, медицинская сестра. Этот проект, я думаю, мы распишем хорошо. Думаю, к концу года мы его должны не видеть, да? Мы должны к концу года внедрить проект, да? Мы уже давно говорим. Да, мы об этом давно говорим, обсуждаем, да, но сегодняшняя сессия, я думаю, нас руководители подтолкнет к тому, что действительно это имеет место быть, и оно нам поможет, да? Это первое. Второе, да, что мы предлагаем? Мы предлагаем все-таки разделить конкретно первичную медико-санитарную помощь от первичной специализированной помощи. Первичная специализированная помощь, да, она подразумевает консультацию врача-специалиста. На сегодняшний день, к сожалению, врач-специалист ведет себя как врач-терапевт. Первичный, второй осмотр, третий осмотр, четвертый осмотр. Врач-специалист должен делать свойственную функцию, консультировать